6 июня 1992 года авиалайнер Boeing 737-200 авиакомпании Copa Airlines выполнял плановый рейс 201 по маршруту Панама-Кали. На борту лайнера находились 47 человек, 40 пассажиров и 7 членов экипажа. Boeing 737-200 выполнял регулярный пассажирский рейс 201 из Панамы в Кали. В Панаме в его баке было залито 10 тонн авиатоплива, и в 20 часов 36 минут лайнер вылетел со взлетно-посадочной полосы 21-я левая панамского аэропорта Токумен. Согласно плану, полет до Кали на первом участке должен был выполняться по вектору 149 градусов, но в 20 часов 37 минут экипаж в первый раз связался с Панамским центром управления воздушным движением и запросил курс 120 градусов, чтобы обойти Панамский залив, где в это время стояла плохая погода. После этого запроса экипаж сделал еще один запрос, но уже на курс 90 градусов, что диспетчер и разрешил. Также, согласно плану, полет должен был проходить на 270-м эшелоне, но этот эшелон на тот момент был недоступен, так как по нему в юго-восточном направлении следовал другой самолет. Поэтому диспетчер дал разрешение занять 250-й эшелон. В 20 часов 45 минут, через 9 минут после вылета, экипаж запросил у диспетчера разрешение на занятие воздушного коридора Альфа-321, что диспетчер и разрешил. Затем экипаж запросил у диспетчера дополнительную информацию о погодных условиях на маршруте полета. Диспетчер сообщил, что на радиолокаторе в 80 километрах от аэропорта наблюдаются сплошные облака, а в 96 километрах от аэропорта уже наблюдается прояснение. Также диспетчер предупредил, что из-за возможностей радиолокатора он не может определить погоду далее, чем в 96 километрах от аэропорта. В 20 часов 48 минут экипаж доложил о занятии 250-го эшелона, что было последним зафиксированным радиообменом с рейсом 201. Впоследствии сотрудники авиакомпании опознали по голосу, что радиопереговоры осуществлял командир, исходя из чего, с учетом распространенной в компании практики, управление самолетом выполнял второй пилот. В 20 часов 57 минут метка рейса 201 неожиданно исчезла с экрана радиолокатора. Диспетчер попытался связаться с самолетом, но ответа не было. Тогда диспетчер попросил о помощи экипаж самолета авиакомпании Arrow Air, но и те не смогли связаться с исчезнувшим самолетом. Тогда панамские диспетчеры связались со своими колумбийскими коллегами, которые контролировали воздушное пространство на севере Колумбии, и запросили уже их попытаться связаться с рейсом 201. Когда уже и колумбийские диспетчеры не смогли установить связь с исчезнувшим лайнером, были начаты поисковые работы. Утром следующего дня в 160 километрах северо-восточнее Панамы на территории провинции Дарьен были обнаружены обломки исчезнувшего рейса 201. Согласно показаниям очевидцев, находившихся неподалеку от места падения, в это время стояла ясная ночь без признаков дождя или грозы. Затем в 21 час с неба упали горящие обломки. При этом никаких звуков не было слышно. Все 47 человек на борту самолета погибли. После того, как были найдены оба бортовых самописца самолета, записи на которых практически не пострадали. Однако речевой самописец не смог помочь в расследовании, так как его микрофон оказался сломанным, и поэтому последняя запись была сделана за 9 дней до катастрофы. Согласно же параметрическому самописцу, полет проходил нормально, пока за 95 секунд до конца записи лайнер, не меняя курса, начал медленно входить в левый крен. Это продолжалось в течение 70 секунд, а за 25 секунд до конца записи, когда левый крен составлял 35 градусов, самолет начал быстро входить уже в правый крен. Его нос при этом опустился вниз на 15 градусов. Запись прекратилась на высоте 3 километров, когда рейс 201 в правом крене 63 градуса летел по курсу 356 градусов.
со скоростью 900 км в час. После этого самолет из-за предельных перегрузок разрушился в воздухе. Анализ положения штурвалов и травм с ранами на телах пилотов свидетельствовали, что пилоты во время развития аварийной ситуации пытались на протяжении как минимум 10 секунд вернуть управление самолетом. Токсикологическая экспертиза их тел показала отрицательные результаты. Также не было обнаружено признаков сердечного приступа или инфаркта у членов экипажа. Экспертиза тканей пассажиров не обнаружила признаков отравления угарным газом. Среди причин, почему самолет вошел в крутой крен, рассматривался десяток вариантов, из которых были определены 4 основные версии катастрофы: диверсия, взрывная декомпрессия, сложные погодные условия и отказ авиагоризонта. После проведения анализа этих версий комиссия отклонила первые 3. В итоге комиссия пришла к заключению, что причиной катастрофы рейса 201 стало нарушение в работе авиагоризонта, вызванное коротким замыканием и последование затем отказом вертикального гироскопа. Полет выполнялся ночью на крейсерской высоте, из-за чего экипаж не мог видеть естественный горизонт, а потому руководствовался только показаниями авиагоризонта, пока не потерял контроль над самолетом. Перекрестная проверка показаний основного и резервного авиагоризонтов при этом не проводилась. Катастрофе способствовало и то, что парк самолетов авиакомпании не был стандартизован, так как авиакомпания Copa Airlines закупала лайнеры у других авиакомпаний. В результате пилоты, принимая очередной самолет, прежде всего определяли расположение тумблеров. Также в проводимых авиакомпанией тренировках летных экипажей недостаточно внимания уделялось вопросу о взаимодействии между пилотами в кабине. Смотрите также. 3 сентября 1989 года авиалайнер Boeing 737-200 авиакомпании Varig выполнял внутренний пассажирский рейс 254 по маршруту Сан-Паулу-Белен с промежуточными посадками в Уберабе, Уберландии, Бразилия, Императрисе и Марабе. На борту находилось 6 членов экипажа и 48 пассажиров. Но через 3 часа и 10 минут после вылета из Марабы авиалайнер совершил вынужденную посадку в дождевых лесах Амазонии.